Умное устройство с 3-мегапиксельной камерой, широкой диафрагмой f1.4, передачей всех цветов в условиях слабого освещения, распознаванием лиц с помощью ИИ, усовершенствованным объективом 6P для более высокого качества изображения, изображением в формате HD с разрешением 2К, регулируемой панорамой в 360 градусов для полноценного мониторинга без слепых зон, функции двухстороннего голосового вызова в режиме реального времени. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к устройству под названием Xiaomi Smart Camera C300. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю ежемесячно по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, в комментарии указать свое имя в телеге и подписаться на телегу скидок, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Можно через пробелы, можно русским. Не обязательно приходить на розыгрыш. Если победите, я вам напишу. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется эта модель в обыкновенной белой коробке из тонкого картона. На ней есть изображение, название модели и краткие характеристики. Упаковка ничем не примечательная. В комплекте мы имеем C300, кабель для зарядки с USB-A на micro-USB, руководство пользователя, гарантийный талон и набор настенного монтажа. Блока питания в комплекте, к сожалению, нет. Вес устройства 233 грамма, а габариты 77 на 75 на 114 мм. Далее, приобрести данную модель можно только в белой расцветке. Корпус выполнен из матового довольно практичного пластика, на нем не видна пыль, и он не собирает отпечатки пальцев. Дизайн модели неплохой, на корпусе можно обнаружить надпись Xiaomi, 4 антискользящие ножки, QR-код для подключения к приложению Mi Home, динамик на тыльной части, разъем micro-USB, кнопка Reset, камера, которая может вращаться по горизонтали на 360 градусов и 208 градусов может вращаться по вертикали. LED-индикатор состояния устройства, микрофон, а также слот под карту памяти до 256 гигабайт. Удобно, что хранить данные можно не только локально на карте microSD, но и в сетевых хранилищах устройства NAS и в облачном хранилище. Летим дальше. Основные характеристики модели следующие. Отмечу, что S300 и приложение Mi Home имеют сертификацию о безопасности данных BSI Kit Mark. Камера на 3 мегапикселя, максимальное разрешение для видео 2304 на 1296 Super Full HD с 20 кадрами в секунду при дневной съемке и 10 кадрами ночью. Диафрагма на 1.4, кодирование видео H265, Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц. Также данная модель оснащена инфракрасной подсветкой с автоматическим включением, датчиком обнаружения движения, распознаванием людей с помощью ИИ и распознаванием плача ребенка. S300 поддерживает управление через голосовых ассистентов Google Home и Alexa. S300 подключается, как я уже говорил, к приложению Mi Home. Можно подключить как к Android-устройству, так и к iOS. На стартовой странице с подключенной камерой можно обнаружить такие кнопки, как включение-выключение камеры, включение-выключение динамиков устройства, изменение качества съемки, переход в полноэкранный режим, выключение-включение микрофона, совершить снимок экрана, начать запись и джойстик. Если смахнуть джойстик, то откроются еще 3 раздела. Домашнее наблюдение предназначено для просмотра отснятых моментов в течение недели. Далее можно посмотреть все записанные материалы и управлять хранилищем. Также в приложении можно воспользоваться двухсторонней голосовой связью в режиме реального времени, что удобно. Выключить индикатор о состоянии, включить функцию спящего режима, можно повернуть изображение, настроить оповещение, включение режима WDR для более детализированной картинки, включение коррекции искажения объектива, настройка ночного видения, автоматическая калибровка камеры, настройка автоматизации сцен, но для этого желательно иметь больше устройств умного дома от Xiaomi. Также можно делиться устройством с другими аккаунтами Xiaomi и обновлять прошивку устройства. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Функций в приложении много, настроить под себя работу данной модели возможность есть, за что отдельный плюс. Сейчас вы можете наблюдать качество видеосъемки в максимальном и минимальном разрешении видео в дневное время со светом. Второй же пример с использованием инфракрасной подсветки. В целом, при просмотре видео на смартфоне с разным разрешением особой разницы нет, но если смотреть на большом экране, то, конечно, она более заметна. Отмечу, что микрофон у камеры отрабатывает отлично, к нему вопросов нет. В целом, что и касается динамика. Но данная камера из тех устройств, у которых при включении на всю громкость звучат голосовые подсказки. Хорошо, громкость динамика можно уменьшить. Минусы. Функция обнаружения человека работает не всегда корректно, исходя из этого камера автоматически записывает ненужные моменты. Камера при обнаружении человека не следит за ним, а просто включает запись и скидывает оповещение на смартфон. Малый список определяемых звуков, было бы хорошо,
хорошо, если бы добавили звук разбитого стекла, ударов по металлу и подобные звуки. Нет функции для трекинга в определенных точках и автоматизации поворотов камеры. Цену вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На Али очень часто бывают ценопады, особенно когда курс дропается. Резюмирую. Xiaomi Smart Camera S300 недорогая умная камера с не особо обширным функционалом, но базовые функции на борту. Ко всему, камера поддерживает видеонаблюдение в 2К разрешении в целом. Данная модель показала себя хорошо. Если вам нужна не особо замороченная камера, то данная модель хороший выбор. С другой стороны, от прошлой модели S200 отличий я особо не обнаружил. Понятное дело, на бумаге отличия есть, но в использовании они практически одинаковые. Так что имейте в виду, обновляться смысла тоже нет. От меня девайсу максимально скромная да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.